Короче, блин, я не знаю, как это работает. Я несколько дней думала о том, что надо бы купить или заказать магнитный держатель для номера, чтобы на стартах, которые, возможно, будут, не прокалывать свою новую синтетическую футболку, хоть она и довольно дешевая с Озона, но все равно жалко. И о том, что надо бы попробовать вот эти всякие спортивные гели, которые едят бегуны и триатлеты. И мне пишет Андрей и говорит выбрать, что я хочу. Просто офигеть. Ребята, офигеть. Посылка от Андрея пришла, и вы просто посмотрите, сколько это всего. Носки, шорты, куртка, баф, магниты для стартового номера, бутылка, всякое спортпитание. Просто офигеть. Я сейчас, наверное, отдельно про все это расскажу. Ну, пока я просто дико улыбаюсь. В общем, хотела я вчера записать свои впечатления от всех этих ништяков, но сил уже не было вечером, и свет включать, честно говоря, было лень, поэтому запишу сейчас. В общем, в чем суть? Не помню, говорила или нет, но на триатлоне, когда мы ездили болеть за Андрея, в элитном кластере очень сильно пострадал Илья Слепов. Это основатель сети беговых магазинов RunLab, где я делала подбор кроссовок себе, собственно, их покупала, о котором я узнала от Андрея. И Андрей мне написал в какой-то из дней, что, мол, слушай, раз у тебя впереди забег, у меня уже все есть, но как бы, если тебе, как-то он написал, что типа, возможно, тебе покажется моя просьба странной, но давай это сделаем. В общем, он сказал, выбери себе там на определенную сумму плюс-минус всего, чего тебе надо. Я оплачу и сделаем как бы приятно Илье. Потом я увидела у Ильи в Инстаграме пост о том, что вот промокод Fast Recovery, видимо, какая-то часть этих средств пойдет ему на лечение. И, собственно, я выбрала себе вот куртку. Правда, я думала, что она такая, не то чтобы флисовая, а как будто бы демисезонная. А она больше как легкая ветровочка, но, возможно, если ее надеть, возможно, она какая-то она ветровлагозащитная. Возможно, за счет этого в ней будет тепло. Но, в общем, она оказалась очень тоненькой, но по цвету очень классно к моим кроссовкам подходит. Правда, великовато вот. То есть, когда я ее мерила при курьере, мне показалось совсем капец велика. Перед зеркалом вроде так нормально, там буквально на пару сантиметров в плечах великовато. Но если снять рукава, то у меня целиком ладони туда помещаются, еще остается место. Но она была в разделе распродажи, поэтому поменять на более маленький размер не вариант. Шорты вот эти беговые вообще топ, прям по размеру то, что надо. И я еще обнаружила там по бокам небольшие карманы, видимо, можно гели положить или что-то такое от шортов. В общем, я в восторге. Потом, что там, баф. По фотке он выглядел как полностью хэбэшный, по ощущениям с добавлением синтетики, но почему-то ни на сайте, ни на самой штуке, к которой он был прикреплен, состава нету. Но я так думаю, что, не знаю, может не 50/50, но 70% на 30%, наверное, в смысле 70 хб, 30 синтетика. Пока еще не надевала, не пробовала. Магнитные держатели для номера оказались супер маленькими, я думала, они побольше. Я все равно рада, что они пришли, потому что с булавками, конечно, такое себе. Носки, за носки я очень переживала, потому что я подбирала, первый раз такие размеры, то есть там какие-то для меня странные были размеры, там Т2, 1, 2, там была сетка размерная, таблица, но я никогда с такими не сталкивалась, поэтому подбирала на свой страх и риск, была очень не уверена, что мне подойдет, но все подошло, слава богу, и обычные носки, и компрессионные. Причем компрессионные оказались какие-то супер тонюсенькие, супер легкие. Наверное, в этом их и суть. Интересно, надо будет попробовать. А обычные, которые 3 пары в одной пачке Asics, очень приятненькие на ощупь. Они такие для ежедневной носки, я так понимаю. Сумки поясной с держателем для ремня не оказалось, салатовой, которую я хотела, а других цветов я не хотела, поэтому я от нее отказалась. А остальное это все, по-моему, уже всякие гели. Да, бутылочка голубая, очень красивая.
Я думала, что она целиком непрозрачная, оказалось, что там есть полосочка с делениями мерными, так что можно будет даже отмерять, сколько там чего туда намешать. Классно. Огромный мешок восстановительного напитка, ну, для приготовления восстановительного напитка шоколадный. Его когда... Вот это все, что мне привезли, они почти каждый товар положили в отдельный пакет с зиплоком, с лого Runlab. И вот когда этот мешок шоколадный я доставала из этого пакета с зиплоком, там просто сразу пахнуло вот этим шоколадом. Прикольно, я даже испугалась, думаю, может, он порвался, но нет, все целое. Огромная бутылка с концентратом для приготовления гипотонического напитка ягодная. Немножко снизу она как-то подмялась, но вроде все целое, поэтому не стала возвращать. Что там еще было? Туба с 12 таблетками для изотоника, ну, шипучими такими, как витамины. И разные-разные гели с разными вкусами, какие-то там что-то с кофеином, что-то с изотоником. Я почему-то думала, что я каждого производителя, которые были на сайте, заказала, но нет, не заказала Tutu Sixters, вот эти, которые типа триатлонные гели, которые Андрей недавно попробовал. Ну ладно, ничего, все равно интересно будет попробовать. То есть там какие я заказала? GU, SIS, гель For You, еще какие-то. В основном все такие, ну, в пакетиках, а один в тубе тоже. Вообще ни разу не пользовалась всякими спортивными гелями. Сегодня с утра даже гуглила, когда и как их надо принимать. Будет, конечно, интересно этим всем заняться. Но, собственно, я и воспользовалась вот этой возможностью, предложением от Андрея, чтобы это все попробовать. Потому что за свои деньги вряд ли бы я стала это все покупать, тем более на пробу, когда ничего никогда такого не принимала. А тут почему бы и нет, как говорится. Вот, в общем, будет все это интересно пробовать, тестировать, смотреть, что как. Ну, я, конечно, в восторге. Жалко, что перед стартом не успела это все прийти, потому что я бы точно с магнитными держателями побежала и, возможно, в каких-то из компрессионных носков. Ну, вот на следующем старте как раз этим всем воспользуюсь. Потому что, кстати, вчера я поехала забрать результаты ЭКГ, которые я внезапно сделала на, получается, позапрошлой неделе, когда вот как раз бегала, ездила, разбиралась с появившимися из-за нервной почвы проблемами. Мне там должны были дать направление на УЗИ, а случайно дали на ЭКГ, и мне женщина, которая его делает, говорит, ну давайте уж сделаем, раз вам дали. И вот, оказалось очень кстати, потому что на забег Садовое кольцо справки не нужны были, а на все остальные, естественно, они будут нужны. И вчера, собственно, я ездила, забирала результаты этого ЭКГ, оформляла справку для всех этих забегов. И как раз, когда я была в пути домой из второй уже поликлиники, потому что делала я в одной, со справкой в свою ездила. Мне как раз позвонил курьер, сказал, что... Вообще, кстати, странно, там было написано на сайте СДЭКа, что он где-то за час позвонит. Он мне позвонил, я говорю, а через сколько примерно? Он говорит, ну я вот тут рядом назвал там адрес, который там буквально через 3 дома от моего. Я говорю, ой, я пока маршрутку жду, минут через 15 буду. Ну нормально, как раз приехала. Успел даже немножко переодеться, потом он приехал. Я, получается, куртку, шорты померила, все остальное просто проверила по наличию и радостно уже стала это все разбирать. Вот, очень рада, спасибо большое и Андрею, и Илье. Илье, конечно, выздоровления скорейшего, идти на поправку и возвращаться в строй.